господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту имени выдающегося певца Дмитрия Александровича Хворостовского города Красноярска. Погода в Красноярске облачная, температура воздуха минус 2 градуса по Цельсию. Местное время 19 часов 48 минут. Дом, милый дом. Этот год был очень много. Да ну, это так, это текучка всякая. Все делаю это 15 томов. Но в Канске лежит. Тяжело возить. Я познакомился с Никитой в СИЗО Канска. Ну, первое впечатление, мне парень понравился с первых секунд. То есть спокойный, сдержанный, очень воспитанный мальчик. Ну и начали общаться. 11 месяцев он сидел. Мы не верили, что его выпустят. Но, по-моему, 4 мая звонит мама Аня в слезах. Кричит. Говорит, его везут домой. Давай. В общем, ну и все, парень приехал. И дети приняли как своего, учителя тоже. И самое главное для меня, самый подвиг его, он весь пропущенный класс за 2 месяца улучшил учебу и сдал. Я не знаю, я, наверное, предвзят буду, но вот если взять, вот абстрагироваться, то есть вот, что плохого в ребенке, наверное, самое плохое, что у него папы не было. У всех 3 детей проблема с этим. То есть их воспитывают мамы, которые там 50 часов в день на работе и пытаются, то есть, зарабатывать. И, надеюсь, Канск не обидится, там где градообразующее предприятие – это тюрьма, то есть как-то выживать. Там один парень отличник по химии, другой любил историю, третий, то есть они, по мне, это обычные дети. Если мы сейчас так ретроспективно уйдем назад, вспомним поджиги, карбид, баллончики, металлическую стружку и все, чем занимался, в том числе я, стройки, дюбеля, патроны для этих всех, вот, сварочные аппараты, мы это прям охотились за ними, там, выживание гудрона и вот это все в кучу, то есть меня, наверное, спасло от того, чтобы я стал террористом, это только отсутствие интернета. Да я уверен, 2 бесед или кратковременного задержания хватило бы на всю жизнь. Просто правильно, то есть провести разговор, профилактику, не было бы ничего. Я считаю, что не было бы признания, не было бы дела. Манипуляции происходили такими словами, как «да признайся, ничего тебе не будет, да домой пойдешь, да ерунда, то есть да все будет нормально». И вот это раз день, 2 день, 3 дня с перерывами на сон. И только один парень сказал, говорит, я это подписывать не буду. Я этого не делал, то есть включилась мама, поверила своему сыну, то есть, потому что там ужасы написано. То есть при правильной упаковке в это поверить можно. Вы не закрывайтесь, мне же неудобно. Извините. Я потом вас теряю. Спасибо. Спасибо большое. Там девочки бегали, одноклассницы вокруг. На видео.
И они там просто заброшенное здание, то есть как бы кирпичи стоят, и бух, то есть я могу показать заключение обвинительное 840 листов. Вы их сами расстреляете, когда прочитаете, мне кажется. Ну, просто, ну как это все собиралось, как это все делалось, способы, формы, методы, это что же нельзя выкидывать? Я понимаю, когда чувак заходит в школу и начинает вот это всех убивать, тут явно. А почему не терроризм? Почему он убил 12 человек вот вероломно? Почему не терроризм, почему массовое убийство? А почему здесь ничего не сделали, ни одной бомбы не собрали, никого не убили, даже ни попытки не сделали? Почему здесь терроризм? И у меня много вопросов. Обсудим сейчас с Никитой. Угу. С тебя начнем, если ты, конечно, желаешь. Ну, а что делать? Что, давай прямо выйдем? Прямо. Давай, потихонечку, она же прямоленько. Когда такая история получилась, помогали активисты всякие, уговаривали, что нам нужен адвокат посильнее. У меня же изначально канская была. У нее в таких делах, конечно, и опыта не было. Да и вообще подсказали вот Агуру. Ну, как-то, не знаю, с появлением Владимира Валерьевича, он очень сильно прям переживает за это дело. Ну, вот как сам прямо, вот я по нему вижу, мне спокойнее так с ним. Я вообще знала, что Никита там каким-то анархизмом увлекается. Как бы, мне это не интересно было, он мне рассказывал как бы много раз про всяких анархистов, про дело сети рассказывал. Я как-то не придавала значения этому. Знала, что листовки они эти печатали. Тоже не придавала значения, господи. А потом оказалось, что ночью, пока я спала, они поклеили листовки на здание ФСБ. На этой листовке было написано «Руки прочь от анархистов, государство главный террорист». Вот. И на следующий день их задержали. То есть было за что зацепиться, все вместе это как бы совместили. То, что они кидали там в заброшенном здании этот коктейль Молотова, они наснимали на телефоны. И вот получилось дело. Это вот книжечки. Туда, на СИЗО передавали книги. Ой, я слепая стала. 1,35 это что? Нет, это не то. 6. Сейчас уже. Что-то качает. Я об них всегда запинаюсь. Вот всегда пальцы. Я уже раз куда-нибудь их засуну, смотрю, опять в зале лежат. Я говорю, значит, занимается. Раз с места на место. Почему-то все время в зале их бросает. Я опять сюда. Значит, качает. Все. Потом получилось так, что двое мальчишек, которые с ним были, они пошли на сделку со следствием, признались во всем. Во всем, что им в чем им предлагали признаться, они во всем признались. И вот если бы не было этих признательных показаний, явок этих, то не было бы и дела.
собрались мы вчетвером, Богдан, Денис, я и Саша. Ждем Ваню, ну, Ваня к нам подходит. Мы проходим несколько метров, и сзади подходят сотрудники в гражданской одежде без объяснений. Двое за руки держат, и третий сотрудник обыскивает по карманам, по всем прочим. Вот. После этого нас просто в машину посадили, и мы поехали. Я вот, получается, стоял лицом к стене, ну, с руками протянутыми. Ну, я их тоже опускал постоянно, они говорили поднимай, я не поднимал. ФСБшники там, ну, им это не нравилось, там один меня типа, ну, угрожал, что душить будет, типа руку мне на шею положил. Почему я узнаю об этом только сейчас? Возможно, это будет... Так, открываем. Кто? Здравствуйте. Проходи, чувствуй себя как дома. А что не сказали, что... А? Мы убрали. Все нормально. Объясни, вот как ты понимаешь, в чем тебя обвиняют? Ну, обвиняют в подготовке теракта, если так просто говоря. И в том, то, что взрывчатку изготавливали незаконно. Ты когда впервые прочитал что-то анархическое? Ну, мне нравится история. Так. И вот я читал разные вот, ну, статьи, разные вот материалы про гражданскую войну в России, вот про Плеханов. Но он, получается, поддерживал ранее идеи Бакунина Михаила, а потом стал марксистом. Вот, был оппонентом Ленина. Я же живу в этой стране, и я как бы хотел... Хотел что? Ну, хотел разобраться, вот, и поэтому было интересно. да. Почему прозвали дело так? Почему у кого спросишь, что дело Майнкрафт? В деле вот в самом есть то, что такие формулировки, то, что мы в 3D модуляторе Майнкрафт отрабатывали, ну, навыки, хотели отрабатывать свои. Какие? Вот. Ну, то, что мы там ФСБ взрываем, там мы совместно ничего, ну, такого не строили, только я строил, но не здание ФСБ. Я пытался вот, ну, как-то немного похоже на наш город, да, собрать. Вот, и поэтому я строил там здание, которое МВД есть, которое у нас на площади большое. Вот я его пытался Зачем? воссоздать. Говорю, город построить. Взрывать не хотел? Да, нет, я же старался. В смысле старался? Ну, построить его реалистично, зачем взрывать? Просто у нас город вот небольшой, я вообще то, что у нас ФСБ в городе есть, и это уже прямо узнал в самом конце, можно сказать. Недавно на тот момент, когда мы лесовки на него поклеили. Ну, я не считал то, что я занимаюсь чем-то вот противозаконным. Почему? Ну, ты был убежден, или ты знал, или ты боялся просто. Ты не думал об этом? Да, вроде особо не думали. Не думали. Ну, в 14 лет. Наболтать в сети, наклеить листовки, кидать в стену стеклянные бутылки с бензином. Ты бы это делал? Если бы ты знал, что это посчитают за терроризм, ты бы прикасался к этому? Вот сейчас ты понимаешь, что ты пережил. Нет. Нет. Расскажи, что тебе может грозить, если ты это понимаешь. По той статье минимум 7,5 лет. Вот это заключение. Чё?
Мы занимаемся теми делами, которые обеспечивают прям вот мейнстрим государственной политики. То, что происходит здесь сейчас, мы там внутри этого процесса. Я абсолютно убежден в том, что если бы нас не было, было бы гораздо хуже. Потому что там десятки и сотни спасенных людей от тюрьмы, от ужасных проблем, которые у них могли быть, тому доказательство. Мы на сегодняшний момент — это объединение примерно 300 адвокатов и юристов, которые работают по делам, связанным с различного рода давлением со стороны представителей власти на гражданских активистов, неправительственных организаций, политических деятелей, на журналистов, блогеров. Но также у нас есть направления, связанные с любыми формами насилия, будь то насилие в тюрьме, в полиции, в армии, домашнее насилие, в отношении детей в закрытых учреждениях там, и так далее. Отдельный фокус на уличных протестах, то есть в связи с ростом протестной активности и с там, очень жесткими методами полицейского подавления, их уголовными делами, там, штрафами, избиениями. Мы вот этим тоже специально занимаемся. Мы присутствуем практически во всех крупных городах страны. Потребность растет, потому что, например, зимние протесты 2021 года, люди вышли на улицы в 150 городах. И сейчас в связи с репрессивным всплеском в Беларуси мы плотно контактируем с белорусскими адвокатами и готовим разные обращения в международные органы совместно с белорусскими коллегами. У нас есть дела во всех национальных республиках, и в Чечне, и в Дагестане, и в Кабарде, и в Ингушетии. Мы представляли интересы ингушской оппозиции, скажем так. Крымские татарские дела, их очень много. Они нон-стоп идут с 2015 года. И в Ростове у нас есть дела, и вели, и ведем. Когда я начал заниматься этой адвокатской деятельностью, правозащитной деятельностью, да, у меня был здесь, в Краснодарском крае, вообще один адвокат-соратник, это Марина Дубровина, тоже достаточно известный адвокат, и она сотрудничала тоже с Агорой и с Мемориалом, и мы с Мариной виделись раз в полгода. Когда ты один раз в полгода видишься со своим соратником и единомышленником, это очень тяжело. Ты сидишь дома, семья, клиенты, менты, суды. А потом появилась Агора. То есть я начал выезжать к коллегам в Казань, я начал с ними общаться, ну, хотя бы уже по телефону. Появился Андрей Сабинин, который в Ставрополе живет, и мы с ним достаточно плотно работали. И я, когда первый раз попал в Казань, в Агору, ну, слушайте, я понял, что я вообще не один. Девочку вызывают, она работала в ФБК, который Навальнинский. Они повестку выписали ей вообще очень странную там, для проведения процессуальных действий. Обычно вызывают там, для допроса в качестве свидетеля или для допроса там, в качестве подозреваемого. Ну, непонятно, что там будет, поэтому, конечно, желательно с адвокатом идти. И вообще, в Следственный комитет лучше всем ходить с адвокатом. Как правило, если хотят арестовать, то приходят домой в 6 утра и стучат. Либо на улице задерживают под дверью. Да? А опасности основные, что из человека ну, путем там, психологического всякого воздействия, уговоров, угроз, блефа какого-то, могут заставить подписать те показания, которые человек не давал, а потом на эти уже показания ссылаться в дальнейшем. Вы же подписали, подписывайте еще раз.
Здравствуйте, Александр. Смотрите. Я не знаю уровень вашего общения вот, там, с ФБК и с товарищами, да, но вот вы должны понимать, с моей точки зрения, я не вижу ничего предосудительного и там, противоправного в их деятельности, и вы, я так понимаю, тоже этого не видите. Все это преследование, оно немножко незаконное, и поэтому вы должны понимать, эти товарищи в Следственном комитете, у них основная цель – это как можно больше из вас вытащить сведений, которые им помогут. И поэтому, не зная, не понимая, что они там в отношении вас придумывают, что они в отношении вас готовят, желательно показаний не давать. Потому что если нет четкого там обвинения, что вот вы там, 10 августа на улице Ленина в Адлере съели младенца, то, не зная четкого вот этого обвинения, вы не понимаете, от чего защищаться. Они могут вас пытаться каким-то образом уговорить, дать показания, в том числе ссылаясь на то, что вот эти сведения, допустим, они не против вас, это против, там, это просто они собирают и прочее. Здесь у вас должна быть такой основной тезис, ваша мысль, вот она заключается в том, что я не знаю, к чему это приведет, я вижу, что преследование там осуществляется не совсем законно, поэтому я не знаю, как это обернется против меня, поэтому я не буду давать вот эти показания. Да, вы, конечно, кино это снимаете в то время, когда мы как раз всю публичность минимизировали, когда вся работа в тишине, когда юристы работают, а говорить об этом не стоит. И поэтому все так немножко тихо, грустно, скучно. Надо зарекаться, а то будет весело. А весело уже было не раз, что вы думаете? Все уже было. Погромы в офисе, гранаты, уголовные дела, обыски, все было, как считаю. Угадай, какие мне самые мои лучшие подруги. Не знаю. Мадина и Мадина уж, конечно. Кто еще? Амина и Амина. И 1 год в этой гимнастике. А, не скрывайте. На, одень. Давай. Это тебе в зале нужно? На, одевайся. Конечно. 100 раз тебе говорил. Ну, может. Ой, бро. На шортики одевай. А я когда, например, покупали с тобой, вот это групповые, да. Можешь вот так вот не касаться скакалкой пола? Да? Нет. Нет, у мамы. А ты ВСК какой едешь? 3-й отдел. Это где? Какой? На Короленко. Это не господи, это особо важные дела. А ты господи говоришь.
В любой профессии хочется получать результата, желательно положительного. Когда ты живешь, и у тебя нет побед, и когда у тебя все время уходит твоя работа как-то в песок, и ты не чувствуешь себя успешной, ты не чувствуешь какое-то удовлетворение от работы, выгорание происходит намного быстрее и чаще. Да, мы иногда работаем на оправдание. Да, мы ставим перед собой амбициозные цели. Но если мы закроем глаза и вспомним, где мы находимся, все-таки получится, что условное наказание для твоего клиента, а не тюрьма, это тоже хороший выигрыш. И да, журналисты могут здесь сказать, но его же все равно осудили. Ему же все равно назначили наказание условное, это же тоже наказание. Получается, вы проиграли, но я могу это расценить немножко по-другому. Я могу сказать, что нет, моя работа такая вот активная, которая заключалась в бешеной защите, да, человека, именно она привела к тому, что человека все-таки решили оставить на свободе. Да, его осудили, но и не в тюрьму посадили. Ну, от моего имени просто из набережных Челн. Так что, да, все нормально, все хорошо. Наша реальность заключается в том, что где-то в среднем раз в неделю, в 2 утро начинается с обысков. Ну, не у нас, а у кого-то. Это бывает 6 утра, 7 утра. Обычно это бывают одновременные обыски в нескольких местах, у нескольких людей, по нескольким адресам, даже в нескольких городах. Чтобы не просыпаться каждый раз в 6 утра, то есть протокол обычный, что мы стараемся обеспечивать адвокатов там, где мы можем. И там, где понятно, что обыски связаны с уголовным делом и последующим задержанием и какими-то там обвинениями. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы таких людей защищать с самого начала. Адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева так и не пустили на уже заканчивающийся обыск к его подопечному, редактору издания «Докса» Армену Арамяну. Утром 14 апреля следователи и полиция пришли в офис «Доксы» и домой к 4 редакторам и к родителям 2 из них. Меня сначала не пустили по-хорошему, потом не пустили по-плохому, то есть меня просто скинули с лестницы. «Докса» — это онлайн-журнал, который освещает общественно-политическую активность студенчества, молодежи, особенно случаи давления на студентов в связи с какой-то гражданской или политической активностью, с выходом на протестную акцию или с какими-то заявлениями, я не знаю, с поддержкой оппозиционных лидеров, что такое вот. Мы с ними работаем некоторое время, мы ведем их некоторые дела. 23 января редакторы «Доксы» опубликовали в YouTube ролик, в котором рассказывали о незаконности угроз отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в акциях в поддержку политика Алексея Навального. Видео удалено по требованию Роскомнадзора. Он счел это вовлечением несовершеннолетних в протесты. В моей части была фраза, что вы имеете право выражать протест любым мирным способом. И все еще до сих пор имеют право выражать протест любым мирным способом, и это законное право. В огромной стране невозможно власть народа. Каждый хочет чего-то своего. Да. Каждый хочет чего-то своего. Поэтому неважно будет, кто у власти. Навальный, Путин. Важно, это важно, сынок. Ну нет, это не важно, Руслан. Главное, чтобы поменять саму систему власти. 2 месяца Следственный комитет допрашивал больше 2000 несовершеннолетних по всей стране. То есть, грубо говоря, было задержано 11 тысяч человек, привлечено к административной ответственности. Полиция отслеживала всех по дате рождения и, соответственно, все несовершеннолетние тут же брались на карандаш и их допрашивали в рамках этого уголовного дела. То есть это такое самое важное дело в стране небольшой тяжести про видеоролик о митинговой активности студентов. Власти активно подталкивают людей уезжать. Власти стимулируют отъезд.
Там целая группа этих ребят, активистов, их же фактически выдавили из страны, то есть им назначали 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, и спецприемники прямым текстом говорили, у вас после освобождения у вас есть сутки на то, чтобы уехать. Если вы не уезжаете, вы к нам приедете еще на 15 суток. Я замерзла под носочком. Что-нибудь тебе дать? 1 сентября, это так волнительно. Все. Let's go. Ага, на, держи. Мне неудобно. Нормально, держи. Только зря 10 тысяч, кажется. 4 тысячи. Спасибо. Давай папе отдадим портфель. Давай, держи. И курточку, наверное, тоже мне. Сейчас мы сориентируемся. Давай. Не надо, пока держи. Хорошо, спасибо. Моему сыну, которому 17 лет, ему никакие советы не нужны. Он всю жизнь прожил с 2 юристами в семье. Он прекрасно понимает, что это такое. Если он хочет, он этим будет заниматься. Если он не хочет, он этим не будет заниматься. Ему мой совет не нужен. А где дед? А вон, с золотым телефоном. Кто? Можно задать вопрос, хотел бы я, чтобы он? Наверное, нет. Наверное, нет. Пойдемте со мной, ко мне все. Да. Привет. Здравствуйте. Иди, я провожу тебя. Эй, все на меня посмотрите! Молодые, которым 20 и минус, это люди, которые родились и ничего другого не видели уже. Мой сын ничего другого не видел, кроме Владимира Путина. Он не знает, как это может быть по-другому. И поэтому для него в большой степени это условно комфортно, потому что как бы не с чем сравнивать. В этом смысле я не разделяю тезиса о том, что молодое поколение представляет большую угрозу для российской власти, потому что для них как раз это привычная среда обитания. И они не знают, каких изменений требовать, потому что они с ними не жили никогда в другом формате. Ребятки, чуть-чуть назад. Двигайтесь назад. Первый А-класс. Скажите, пожалуйста, а где вы находитесь? Первый А. Есть у нас сегодня? Вот родители вижу хорошо. А голос есть у первого А-класса? Хорошо. Так уж вышло. В этот раз поступают в 1 класс наши младшие сестренки. Очень умные девчонки. Мы 11 класс. Так надеемся на вас. Если что-то будет сложным, не забудьте вы про нас. Обращайтесь к нам смелей. Вместе будет веселей. Дорогие старички, успокойтесь, право. В школе мы не новички, рассуждаем здраво. Выучим мы все, что надо, слепим, нарисуем и любую задачку вместе обмозгуем. Какие были глаза открытые у родителей его одноклассников, когда жена моя, адвокат, рассказывала им на родительском собрании о том, что извините, дорогие наши, но наши дети перешли в 5-6 класс, а это возраст наступления уголовной ответственности, и вы думаете, что ваши 14-летние дочки и сыночки — это люди, которые в песочнице еще играют, но при этом они могут легко получить 7-8 лет реального лишения свободы просто по глупости, потому что они чего-то накосячили и сделали. Ну, слушайте, у меня сыну 18 через 2 месяца. Да, я это очень хорошо понимаю, что это за возраст. То есть
где-то ВКонтакте чего-то обсуждают, какие-то события произошли. Вот там в Казани в мае была стрельба в школе. Да. Что думаете, школьники не обсуждали это во всем ВКонтакте? Конечно, обсуждали. И во всех возможных мессенджерах, и везде, и при встречах. Это все, конечно, было. У нас еще одно дело было в Петербурге. Курсанта Вадима Осипова в психиатрическую больницу его поместили за то, что он после теракта в метро по собственной инициативе изучил расположение своей казармы и вообще вот этого вот всего, их там училища на предмет возможных уязвимостей для террористических атак, нарисовал рисунок о том, каким образом могут, в общем, террористы проникнуть в расположение училища, где там курсанты, и как они могут где-то оружейку какую-то захватить или еще чего-то. Кто-то из старших товарищей это увидел, сообщил это особисту. Особист в итоге сделал на нем палку, выявив готовивший теракт. Ленинградский окружной военный суд продлил 19-летнему курсанту военно-космической академии имени Можайского в Петербурге Вадиму Осипову содержание под стражей на 6 месяцев. Вадим, с детства любивший книги и фильмы про шпионов, мечтал ловить террористов. После взрыва в петербургском метро он нарисовал план казармы, уязвимость которой для возможного захвата его очень беспокоила. В итоге сотрудники ФСБ его самого обвинили в подготовке к терактам. В этой ситуации у нас надежда только на то, что дело неоднозначно, что на скамье подсудимых молодой человек, который имеет отличную характеристику. Вот, он гражданин своей страны, он хотел приносить пользу своей стране, и только в силу каких-то стечений тяжелых обстоятельств он оказался там, где он оказался. Неоднократно самовольно отлучался от места прохождения военной службы. После задержания вел активную переписку с неизвестными лицами, в том числе находящимися за границей, получая их материальную и иную помощь. Продлить меры пресечения Осипову Вадиму Маратовичу 46 месяцев. Никто не реагировал на объяснение мальчика, которому тоже было 17 лет, который мотивацию совершенно другую представлял. Да? Его виновным не признали, его признали невменяемым и отправили в психбольницу. Нормально? Но вот мальчишкам 17-летним из Сахалина по похожим обвинениям суд назначил 7,8 лет лишения свободы. Мы пока разбираемся, что там на самом деле было. Там изъято какое-то оружие, потерпевших нет. Но вот насколько это было там все серьезно и насколько это дело о насилии или, как иногда бывает, доказательства сфальсифицированные и в реальности там, например, оружие подброшено. То есть, например, такая позиция еще по одному нашему делу в Саратове. Сейчас идет этот процесс тоже. Там тоже наш адвокат защищает. Школьный доклад, секретная свидетельница из ВКонтакте и бункер с обрезом ружья, куда 2 подростков эта свидетельница и привела. Вполне достаточно для уголовного дела о подготовке массового убийства в школе группой лиц. В ноябре 2019 года Игорь с помощью мамы готовил доклад для факультативного занятия «Обеспечение безопасности учащихся в случае попыток нападения на школу». Тогда минул год с нападения студента в Керченском политехническом колледже. По словам Натальи Ким, готовясь к докладу, они изучали группы поклонников шутинга во ВКонтакте. Тогда же у Игоря завязалась переписка с девушкой с ником в соцсети Лиза Аувинен. Это фамилия финского массового убийцы, устроившего бойню в своей школе в 2007 году. Позиция у подсудимых в том, что этот обрез охотничьего ружья подброшен был провокаторшей, сотрудницей, может быть, правоохранительных органов, которая старше их, которая у них там появилась, их склонила к каким-то разговорам, их вытаскивала на какие-то там встречи, а потом она там показала, что вот, смотрите, есть обрез этого ружья. То есть там каким образом оружие появилось в деле, это зачастую большой вопрос. Ничего вы не передумали? Будете продлевать или все-таки домашний арест? А что так же? Давайте поменяем меру пресечения. У нас бодренько пойдет, все быстрее, избавитесь от нас. Это очень часто бывает, когда ты суду прикладываешь позицию, напечатанную на 10 листах, а суд
эту позицию фактически выкидывает в мусорную корзину, и в приговоре ты видишь фразу о том, что суд доводы защитника считает необоснованными. То есть твоя работа, которая на 10 листах только зафиксирована, а это твоя там годичная работа, кропотливая по изучению документов ситуации, уместилась у суда в одну строчку, и это очень сильно обижает. Это не личная обида, а профессиональная обида. Присаживайтесь, пожалуйста. У вас есть листочек с ручкой? Вам дать? Я вам буду говорить, читать и буду говорить, какие документы мне еще нужны. Хорошо? 10 лет назад позвать адвоката, это было так, в смысле, ну, то есть ты как бы... Это звучало как из кино. Ты в кино, что ли? Адвоката себе позвать. Сейчас это норма, потому что любой задержанный, он будет просить себе адвоката. Это ли не круто? С адвокатами пришла еще и правовая грамотность. Что круто, но не всегда помогает. Очень громкое дело у нас тут канских школьников из Красноярского края, 14-летних детей. Год назад сотрудники ФСБ обвинили в прохождении обучения в террористических лагерях. Там такая статья есть, особо тяжкая, которая в свое время для лагерей Хаттаба на Северном Кавказе была введена. А прошло немножко времени, и теперь 14-летних детей, двое из них в следственном изоляторе год просидели. Одного нашего подзащитного освободили в мае, причем освободили просто без какой-либо меры пресечения, и он пошел в школу. То есть 14-летний ребенок год просидел в следственном изоляторе. Его выпустили под конец учебного года. Он вернулся в класс, то есть он там знаменитость в классе и в школе. Их в августе отпустили всех. Это пока временная мера, потому что идет сейчас суд. Судьи военные летают в Канск из Хабаровска. Причем им грозят там сроки до 10 лет лишения свободы. А дело известно стало как дело подростков, которые взорвали здание ФСБ в игре «Майнкрафт». Там работает наш адвокат, но это одно из таких дел в нашей практике. Нет, я мог там... Доброе. Доброе. Лапши. Картошка. Так, спалось? Нормально. Выспался? Тань, ключи на всякий случай. Точно выспался? Да. Кошмары снились? Нет. Тюрьма? Нет. И вот так каждый день. И потом плюс 7 килограмм. Никита, ты тоже садись. Ничего не захотел, ничего не стал. Я сейчас не хочу. Давай, надо. Если мы будем где-то до часу. Мы потом до часу, потом обед. Никит, бери стульчик и присаживайся. Давайте все. Все есть, все, я пошла тогда. Куда? Куда? Сиди с нами. Нет, мне это пошла. Да, не хочу. Сметанки, варенье. Давай, что, чай или кофе? Аня, он взрослый. Он ничего не захотел. Ну и что? Он же личность. Сыпь себе. Давай насыплю. Мы еще и горячий. Ты сам можешь? Да ладно, лето навсегда. Вообще не хочу кофе. Да он не хочет он. Аня, отстань. Всё, Он отстал, сам возьмет отстал, кружку, отстал. блин. То есть Никита, кушай. Никита, До обеда потом хочешь будем кушай, сидеть в суде, будем хочешь не кричать у нас. кушай. Давай так. Просто все. Там еще ничего не делать. Давай сгущенку или сметану. Все, молчу. Может, он стесняется. Как ты с ней живешь? Сегодня ничего особенного не произойдет, поэтому... Не знаю, я ставлю на то, что у нас будут некоторые изменения в суде. Секретарь будет девочка, мне кажется. Вот как же, Павел. Вчера это была такая репетиция.
допроса. Слабенькая. У меня будет лист, я хочу, со 100 вопросами. У него будет лист со 100 ответами. И поехали. Все, пока. Да я бы вообще за границу уехал. Например? Париж. Отлично. Вам только нужно быстро решить, развязать и закрыть дальше все. А не знаю, ну а смысл тянуть эти 2 недели? Я не знаю, сколько будет времени. Завтра, послезавтра, 2 недели, 1,5. Непонятно. Поэтому посмотрим. Я же не волшебник. То есть я не буду обещать, что все будет хорошо. Я понимаю, в какой системе координат все происходит. И то есть для меня я ни разу не обещал, что все будет хорошо. Клетка была сегодня 1-й раз пустая. И конвоя не было. Как-то так. Слава Богу. Для правоохранительных органов это отчетное дело. То есть они раскрыли террористическую группу на ранних стадиях. Понимаете? То есть вот такой троцкистско-зиновьевский заговор, в который были вовлечены высшие члены ВКПБ. И хорошо, что наши доблестные чекисты вовремя среагировали, предотвратили какие-то ужасные последствия. И все они отчитываются, вот мы в Красноярске предотвратили террористический акт, в Сахалине предотвратили, в Саратове предотвратили, в Петербурге предотвратили. Это все предотвращенные террористические деяния. Они идут в статистике, они идут по всем отчетностям, по всем учитываются при раздаче
досрочных званий, наград, повышений по службе и так далее. Застрельщиком и инициатором проблем в данном случае выступает все равно государство. То есть мы реагируем на практики, которые продюсирует государство. Да? То есть оно эти практики внедряет, мы на них реагируем, но мы на них пока еще имеем возможность реагировать. Потому что, например, белорусы, вот они утонули, потому что там никакие адвокаты не способны. Там не 100 человек привлекли к уголовной ответственности, а 1000. Там на всю Беларусь не столько адвокатов, сколько требуется для того, чтобы это все дело защищать. А в России ситуация другая. В России мы 20 лет потихонечку спускаемся по этой лестнице все ниже и ниже в подвал. Мы не падаем, мы потихонечку опускаемся. Пока мы опускаемся, мы привыкаем дышать меньшим кислородом, разглядывать предметы меньшим светом и так далее. Вот. И там впереди еще не видно, но довольно глубоко. На позитивной ноте можно остановиться.